дорогие мои, приветствую вас на моем канале. И сегодня я передам вам весь свой опыт, который накопил за свою жизнь, а точнее, как завязывать эту прекрасную тряпочку под названием бандана. Все очень легко и просто. Yo, welcome to my YouTube channel. Шучу. На самом деле я обязательно запишу видео на английском языке, но не сегодня. Потому что сегодня я расскажу, как можно носить бандану. Один из вариантов сейчас находится на мне, но мои друзья постоянно высмеивают этот образ. А я считаю, что если правильно подобрать лук, то это будет выглядеть просто мега бомбически. А на самом деле бандану я носила, когда мне было лет 14-15. И сейчас, в 2021 году, она снова вошла во все тренды, ее носят просто абсолютно все. Как же можно ее носить? Вообще, на самом деле, из этой тряпочки можно сделать абсолютно все, что угодно, и повязать ее на шею, на руки, на ноги, на тело, как только ее не носят. Я сегодня покажу те варианты, которые лично для меня самые крутые, которые мне больше всего подходят, а вы можете экспериментировать с этим как хотите. Первый вариант. Мы берем бандану и складываем ее по диагонали пополам, чтобы получился у нас вот такой треугольник. После чего мы ее начинаем скручивать. Столько, сколько вам нужно. Раз. Все, мы ее так сложили и повязываем. Вариаций вот данной модели существует очень много. Ее можно делать тоньше, можно делать толще. И вот первый вариант. С таким вариантом я хожу чаще всего. Сейчас еще покажу два таких же, но немножко видоизмененных. Следующий вариант. В принципе, делаем все то же самое, но завязываем ее сбоку, вот здесь. Немножко уходим. Получается, что завязываем ее не сзади, а спереди, немного уходя в бок. Можно ее еще раз завязать, чтобы узел был поменьше, кому как удобней. Вот такой вариант. Для третьего варианта мы используем ту же технику, что и для первого, но складываем ее толще. У меня получается вот на 3 оборота. Складываем, повязываем. Больше всего я люблю вот этот вариант, когда я повязываю черную бандану и надеваю сверху шляпу. С черной банданой выглядит просто пушечно. Либо носим без шляпы, и вот такой вариант получается. Толще, чем первый самый. Следующий вариант. Теперь мы складываем бандану все по той же схеме по диагонали, но теперь нам нужно немножко отступить, чтобы вот здесь было пространство. И вот такой вариант у нас получается. Такой байкерский стайл. Шлем для нашей головы. Берем и конец завязываем сзади. Этот вариант я тоже очень часто использую. Мне он тоже больше всех нравится. Еще один вариант, который, в принципе, схож с этим. Мы складываем бандану, ну, то есть мы даже не раскладываем, она выглядит ровно так же, как была завязана, только мы ее теперь завязываем вот так. Здесь нужно немножечко постараться. Складываем аккуратно. Мне этот вариант не очень часто получается, но он мне очень нравится. Все, вроде получилось. Завязали. Вот эти все штучки поправили. Складки. И вот этот конец, который у нас вот здесь есть, мы его заворачиваем. Ну, а тут уже кому как удобно. Я его завязываю еще раз. Мне не нравится, когда хвостики слишком длинные. И оставляю вот так. Некоторые, я видела, прячут вот так вот эти кончики. Мне очень нравится. Следующий вариант. На лето самый лучший, я считаю. Мы складываем вот так бандану, как изначально. На самом деле техника одна и та же. Вы ее складываете всегда по диагонали. И закручиваем один раз. А теперь мы ее закручиваем. Закручиваем, закручиваем. И здесь слишком большой конец получается. Ее нужно подкрутить, чтобы получился прям жгут такой. Я ее прям вот так вот. Вот так и повязываем. Можно еще немножко в бок ее увести. Получается вот такой вариант.
плотный жгут. На лето я считаю, что это вообще великолепно. Следующий вариант уже не для головы. Мы раскрутили бандану и складываем вот здесь не очень толстыми такими полосочками в 2 раза, в 2 оборота. И делаем на шею. И еще один вариант. Мы ее раскручиваем и повязываем на лицо. Кстати, я только пару дней назад сняла видео в TikTok вот в этом образе. Обязательно подписывайтесь на мои соцсети. Я и так ношу, и вот так ношу. Еще один вариант уже на руку. Для того, чтобы повязать бандану на руку, мы действуем по схеме из первого варианта. Мы ее скручиваем, скрутили, и теперь завязываем. Ну, такие повязки, в принципе, можно делать на ногу, на руку, на шею. Вот такой вариант. На ногу, я думаю, можно куда угодно. Можно сюда, сюда, кому как нравится больше. Еще один вариант. Я люблю в карман, либо в задний, либо в передний бандану засовывать. Можно повязать просто на джинсы. Для кармана бандану мы складываем уже вот так. И еще раз. Все. Вот в таком варианте мы запихиваем бандану в задний карман. Если в передний карман, я ее обычно, вот как она есть, я беру вот этот любой край и просто запихиваю, она болтается вот так. Можно ее немножко поправить, чтобы она болталась более аккуратно. Либо за джинсы вот так вот завязываю, и она также болтается. А теперь я покажу самый популярный вариант, последний. Берем бандану, накидываем ее на голову вот так, как платочек. Берем панамку и надеваем. Ничего сложного, все элементарно просто, но почему-то поправляем, если нужно, вот так. Все. Но почему-то люди задают вопрос, как ты это делаешь. Все очень просто. Ну что, какой вариант вам понравился больше всего? Обязательно напишите в комментариях. Или, опять же, напишите, как любите носить бандану вы. И я тоже попробую так сделать. Обязательно поставьте палец вверх, если вы любите банданы. Не забудьте нажать на колокольчик, кнопку подписаться. А мы с вами скоро увидимся. Пока!